Всем доброго утра. Друзья мои, есть у меня ритуалы, связанные с баней, с банником. Еще его называли банщиком, хозяином бани. Разные названия. Уже были работы, связанные с этим духом. Но немного освежу вашу память. Эти силы, согласно славянской мифологии, теологии, учения о богах, эти силы были отданы человеку для защиты его жилища, его хозяйства, его конюшни, там, курятника, земли, имущества, дома, бани, двора и прочее. Эти все силы приходили к человеку, селились там по указанию и по повелению сил мироздания для того, чтобы защитить людей от всякого зла, от непрошенных гостей, чтобы забирать их болезни, чтобы давать им исцеление, помогать и прочее. Домовой, например, следил за домом, не пускал темные силы, злые духи, изгонял людей, которые приходили с плохими намерениями. Дворовой следил за тем, чтобы скот был здоровый, чтобы воры и всякие болезни не забирали у хозяина имущество. Кикимора болотная считалось, что она то ли жена, то ли сестра домового или дворового, приходит иногда, помогает, подметает двор. Задабривали ее, хотя она не селилась в домах, но она могла явиться. Банщик следил за тем, чтобы люди, которые умывались, которые очищались в бане, чтобы они оставляли там свои все заботы, трудности, болезни. В бане принимали роды. Во-первых, гигиена соблюдалась. Во-вторых, считалось, что... И не просто так считалось, что баня – это вход между мирами. Это не просто помещение, где люди приходят, чтобы умываться. Это место, где соединяются все сакральные миры, потому что человек там оголяется, человек там беззащитен, он абсолютно, то есть открыт для потустороннего мира, и нужен был дух, который будет защищать его в тот момент, когда он абсолютно невинен и открыт перед потусторонними силами. Это был банник. Его незаслуженно называют злым духом. Он злой бывает, когда не соблюдают правила купания бани. И вы прекрасно знаете, какие эти правила. Нам это говорили с детства бабушки. Ночью нельзя ходить в баню, потому что после вас банщик принимает различных духов, чертей, там бесов. Они идут туда принимать баню, купаться. И поэтому ночью нельзя было никак, оставаться в бане. Мой бывший свекор, я его не застала, он давно умер. Он угорел вместе со своей любовницей в бане ночью. Остались там. Да, вот такая вот смерть у него была. И таких историй огромное количество, когда люди, игнорируя все предупреждения, мылись ночью в бане и то слышали стук копыт, то их закрывали изнутри. Некоторые там умирали. Жена банщика, обдериха, так ее называли, она обдирала кожу. Так считалось, но судя по тому, сколько людей за много веков находили так в бане, удушенными, с ободранной кожей и так далее, все-таки это не совсем легенды. Потому как время после 12 ночи банщик принимает своих, друзей, своих приятелей, то есть духи заболотные или злые духи, которые приходят туда, в гости к нему. И там человеку делать уже нечего. В бане очищалась не только грязь физическая, в бане оставлялась сглаз, зависть людская, порча. Там все это заговаривалось, составлялось. Именно поэтому
после 12 ночи банщик приглашал эти злые силы, которые питались той черной энергией, которая осталась после людей. Когда купаетесь, всегда оставляйте какое-то количество воды. Не израсходуйте все. Оставляйте для того, чтобы он сам потом помылся. Банщик не трогал детей. Он очень хорошо относился к детям, никогда их не обижал и не пугал. Поэтому очень часто приходили в баню специально с ребенком, чтобы не было никаких неприятных ситуаций. Так вот, если баня сгорела, значит, банщику это место не нравилось. Не стройте по новой там баню, не ремонтируйте баню, перенесите в другое место. Никогда не стройте. Вообще, на месте пожара нельзя и дом строить. Баню тем более. Хочу научить вас одному такому приему, если можно так сказать, издревле, которое пришло к нам. Это просьба, обращение с просьбой к банщику. Дело в том, что банщик, он не только охраняет баню, он еще способен поставить на место ваших врагов, которые вас преследуют, потому что ему нужно, чтобы жители этого дома были довольны жизнью, счастливы, топили эту баню, и он тоже хорошо себя чувствует из-за того, что жители дома как бы живут обычной, обыденной жизнью. И когда у хозяев дома проблемы, трудности, бедствия и прочее, банщику это совершенно не нравится, потому что эта раздражительность передается ему. И для того, чтобы вернуть мир в семью, банщик и те его друзья, которые приходят к нему попариться, они, то есть, заинтересованы вам помогать. Вы идете туда, очищаете, скидываете эту отрицательную энергию. Они приходят, вечером эту отрицательную энергию забирают, но ночью. Это их еда. И чтобы вы жили хорошо и все время приходили, мылись и купались, они должны вам помочь, чтобы вы вообще жили на этом свете, и вы должны описать свое горе, свою боль, показать, как вам непросто и нелегко, чтобы они слушали вас и помогли. Банщику не оставляйте в такое время, когда вам нужно попросить о помощи, не оставляйте ничего спиртного, вино, там, пиво и так далее. Это для других работ, потом как-нибудь скажу. Приходите сначала в баню, парьтесь, можете не только вы, можете всей семьей, как обычно. В общем, попарились, искупались в бане, оставляйте какую-то часть воды там для банщика. Оставьте там мед, сладости, фрукты. Вот так разверните все это, большую такую вазу, оставьте и скажите определенные слова и уходите. Но вам еще нужно будет вернуться в 12 ночи. И не заходить в баню, а открыть дверь, сказать, закрыть и уйти. И желательно в течение 3 дней не заходить в баню вообще. Значит, делается это таким образом. Сначала искупались, потом оставили этот откуп или с собой унесли, поставили туда, пошли искупались и говорите: батюшка банник, банщик или банник, без разницы, оно так и называлось. То есть так и называли этого духа. Батюшка банник, угощайся сам и своих гостей угости, а я позже свою просьбу тебе скажу. Сказали и вышли. И вот в 12 ночи банник, или как в простонародье говорят, банщик, принимает своих гостей. Они приходят, угощаются. Уже оставили там, сказали, чтобы он угостил. Вот он угощает их, они к вам уже, симпатии наполнились, подобрели, потому что вы делаете хорошее дело. Мед, фрукты, там, блины, еще что-нибудь. И они вашу просьбу услышат и исполнят. Подходите в 12 ночи ровно. Если у вас баня находится там
ну, не знаю, на даче или где-то специально приезжайте туда, потопите эту баню и говорите то, что вы хотите. Вас избавят от этой проблемы раз и навсегда. Но надо делать как положено. Слова следующие. 12 ночи. Открывайте дверь. Не заходите в баню. Всегда там две двери, как правило. Одна ведет прям вот в парилку туда или там, где купаются. А вторая часть это где, ну, обычно сидят. В любом случае, одну дверь открывайте, главную. Говорите свою просьбу 6 раз. Закрывайте дверь и уходите. Больше туда не заходите в течение 3-4 дней. Банник батюшка и его гости. Кланяюсь вам. Поклонитесь. Помогите мне, подсобите мне, смиренно прошу. Говорите свои просьбы. Например, сделайте так, чтобы там, даже если вы не знаете, кто это делает, например, тот, кто идет там, на меня жалуется начальству, чтобы перестал это делать. Вы не называйте наказание. Вы просто говорите, чтобы перестал это делать. Или, не знаю, завели на вас какое-то дело, чтобы это дело остановилось и чтобы от вас отстали. Четко, конкретно говорите свою просьбу. И дальше. Усмирите супостата. Совсем... сосвету сживает. Жить-поживать, белосвета, видать, мешает. В гроб меня загоняет. Совсем житья не стало. На вас вся надежда. Еще раз. Банник батюшка и его гости. Кланяюсь вам, поклонитесь. Помогите мне, подсобите мне, смиренно прошу. Озвучьте просьбу. Усмирите супостата. Сосвету сживает, жить-поживать, белосвета, видать, мешает. В гроб меня загоняет, совсем житья не стало. На вас вся надежда. И еще раз. Банник батюшка и его гости. Кланяюсь вам, поклонитесь. Помогите мне, подсобите мне, смиренно прошу. Озвучить просьбу. Усмирите супостата. Сосвету сживает, жить-поживать, белосвета, видать, мешает. В гроб меня загоняет, совсем житья не стало. На вас вся надежда. Супостат или супостатов, если их много вас преследует. Тут даже имена не надо назвать. Но если вы знаете четко и ясно, например, кто-то специально хочет у вас дома отобрать или еще что-нибудь, тогда называйте имя. Если не знаете, то они сами разберутся. И уходите. И за короткое время ваш вопрос решится. Когда решится, еще раз приходите, попарьтесь, искупайтесь. Откуп там, да, откуп просто выбросите. Можете на что положили емкость эту забрать домой и использовать дальше. А все, что есть, вот просто выкиньте или оставьте под деревом. Потому что они уже взяли энергию еды, попитались, он уже обесточенный, его выкинуть надо. Когда это все закончится, еще раз приходите в баню, снова искупайтесь, оставьте откуп, точно такой же, поблагодарите своими словами и уходите. Уже ночью не надо приходить. Но не забывайте второй раз принести откуп. Обязательно принести. Ну вот второй раз, когда принесете откуп, там можно и спиртное, чтобы они отпраздновали вашу победу. Второй раз, но первый раз нельзя. Потому что ты не должен дать им напиться. Но это может звучить как-то по-другому в нашем понимании. Но в любом случае это хмельные напитки. Духом это нельзя, когда ты просьбу озвучиваешь. Это не вуду, это совсем другая направленность магии. Здесь надо по-другому делать все. И ваш вопрос за короткое время решится. Желаю вам удачи.